Питкерн – маленький клочок земли, расположенный посреди Тихого океана. Этот остров – один из сотен таких же небольших островов, разбросанных на океанских просторах между Австралией и Южной Америкой. Одни из них необитаемы, другие заселены людьми. Весь этот регион известен как Полинезия. Но этот остров имеет особую историю, романтическую и отчасти трагическую, которую уже не раз экранизировали в кино и писали о ней в журналах и книгах об отважных мореплавателях и покорителях морей. Нет, тут не прятали свои сокровища известные пираты, но то, что произошло здесь более 200 лет назад, приковывает внимание и сегодня. На этом острове до сих пор живут прямые потомки участников тех событий. Наш рассказ – удивительная история одного острова и людей, живущих на нем. Скалы острова Питкерн возвышаются на 100 метров над голубой водной гладью. Подойти к ним задача не из легких, а обнаружить здесь пещеру еще сложнее. Но именно здесь 230 лет назад сидел и наблюдал за океаном человек. Европеец, каким-то чудом оказавшийся в тысячах миль от дома. Он высматривал проходящие мимо корабли. Но у него не был заготовлен костер, чтобы подать сигнал бедствия. Меньше всего на свете он хотел, чтобы какой-то корабль обратил внимание на этот остров и решил направиться к нему. Звали этого человека Флетчер Кристиан, помощник капитана с корабля Баунти английского королевского флота. Вот и жил в этой пещере Флетчер Кристиан, пил брашку и смотрел за проплывающими в море кораблями. А когда видел английский корабль, он так говорил: «Ах вы вот я вам сейчас как вот раз!» На самом деле в этой скале есть сразу 3 пещеры и 1 расщелина. А вот какая из них носит имя моряка Флетчера Кристиана, нам осталось непонятно. Кстати, я думаю, что Флетчер скрывался именно здесь, потому что те пещеры были уж слишком на виду, слишком открытые. Обгорелые стены. 100% он, видимо, здесь жил и ночевал, а там у него был наблюдательный пункт. Круто. Но кто этот Кристиан? Что он сделал? Как попал сюда? И почему скрывался от британских кораблей? Мы давно помечтали побывать на острове Питкерн и познакомиться с его удивительной историей. Но лишь со второй попытки на экспедиционном судне поддержки Brave Heart «Храброе сердце» нам удалось добраться туда, куда не летают самолеты и не так часто ходят корабли. В этой поездке я впервые в жизни ощутил, что же такое морская качка. До этого я никогда не ходил на таких маленьких экспедиционных судах. Находиться в кают-компании больше, чем 45 минут времени, час, было невозможно. Требовалось постоянно выйти наружу, на палубу, и все время хотелось есть или спать. Так где же находится этот легендарный и чрезвычайно труднодостижимый остров? Чтобы туда добраться, вам необходимо будет либо из Токио, или из Окленда, или из Лос-Анджелеса совершить перелет на остров Таити, вот сюда. Далее рейсом местной авиакомпании перелететь на самый удаленный архипелаг французской Полинезии Гамбье, который находится аккурат у меня на макушке. И только потом еще вас ждет 2-дневный океанический переход на транспортном судне поддержки, которое совершает рейсы всего лишь 10 раз в году до острова Питкерн, одного из самых удаленных островов от большой суши в мире. Также остров Питкерн является самой маленькой обособленной административно-территориальной единицей в мире. Там проживает всего 46 человек. Но несмотря ни на что, мы все же добрались. Вот он, крошечный кусочек Британии за 1000 миль от нее. Остров Питкерн. Вот сейчас уже скоро должны бросить якорь в бухте Баунти-Бэй и в 8 часов ожидать островитян на своей лодке. Погода прекрасная, светит солнышко. Даже есть шанс, что высадимся. Крупное судно не может причалить к скалистым берегам острова, поэтому все приезжие пересаживаются в небольшой местный баркас. Только так можно попасть на Питкерн. Ну что, Миш, мечта близка?
Почти. К осуществлению! Да, почти. Эти баркасы – единственное транспортное сообщение с большой землей. Самолетом тут сесть негде, а вертолет просто не долетит ни с одного другого острова. Не хватит топлива. На этих лодках с судна поддержки раз в 2-3 месяца на остров доставляют все необходимое. Конечно, переполняет эмоции, потому что настолько удаленный и затерянный в океане остров, за который мы шли 2 дня, ничего вокруг нет вообще. Конечно, оказаться здесь это просто надо быть огромным счастливчиком, потому что примерно, не знаю, ну человек 50-60 туристов здесь бывает только в год, не более. Ну, еще плюс какие-то экспедиционные научные сотрудники. Острова Питкерн состоят из одного обитаемого, собственно, самого Питкерна, и 3 необитаемых островов – Айена, Хендерсон и Дуси. Хендерсон даже занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, на этих островах запрещен промышленный лов рыбы, а их акватория контролируется со спутника. Самый популярный же транспорт у островитян – квадроциклы, ведь тут почти нет асфальтированных дорог, а машин на острове всего 2 или 3. Все ездят на квадриках или ходят пешком, благо все рядом. Гостиниц тут нет, мы поселились в доме у местной семьи Стива и Олив. Стив Кристиан – прямой потомок Флетчера Кристиана в 7-м поколении, мэр острова Питкерн с 1999 по 2004 года. Смещен с поста мэра из-за сексуального скандала. Обвинялся в насилии над детьми. Выпивает часто, но умеренно. Характер общительный. Женат. Ну вот мы наконец и добрались до нашего дома, где будем жить следующие 4 дня и 3 ночи. Мы живем в доме у Стива и Олив Кристиан. Вот такой большой дом с видом на океан. Первым делом мы решили прогуляться, осмотреться и узнать, что же можно купить в здешнем то есть мини-маркете. Oh, have a look. Yes. Олив Кристиан, супруга Стива и мать их 4 детей, младший из которых Шон, сегодняшний мэр острова. Управляет единственным магазином на Питкерне и семейным баром Кристианс Кафе. Когда предлагают выпить, не отказывается. Характер очень общительный. Замужем. Олив, наша хозяйка, у нее в городе единственный магазин, который субсидирует государством. Здесь вот можно посмотреть, продается все. Соусы, мыло, батарейки, все самое необходимое для жизни. Чипсы и даже есть крепкий алкоголь. Цены тут, кстати, вполне приемлемые, несмотря на то, что доставка продуктов сюда дело очень дорогостоящее. На Питкерне в ходу новозеландские доллары, впрочем, можно рассчитываться и британской, и американской валютой. А бутылка капитана Моргана 34 новозеландских долларов, примерно 20 американских, примерно 20 с небольшим американских, то есть это, в принципе, не так уж и дорого. Мы решили арендовать квадбайк, чтобы передвигаться по острову. Его стоимость $50 в день вместе с бензином. Но сначала нужно получить местные права. Для этого нужно сдать и теоретический экзамен, и практический. Вот мне выдали такой листочек. Здесь нужно прочитать основные правила движения по дорогам Питкерна, потом прийти и сдать тест в полицейский участок. Этот колоритный мужик в майке и татуировках – это не работник проката байков, как вы могли подумать. Это местный шериф, главный полицейский на острове. Билл Кроу – этнический самоанец, выросший в Новой Зеландии. Следит за порядком на острове в ранге главного полицейского. Выдает водительские удостоверения. Спортсмен. Выпивает только по важным поводам. Характер в меру мягкий. Женат. Значит, второй вопрос. Какие ограничения скорости, когда дороги пыльные, 10-15 час дальше, какая корректная сторона движения по дороге? Левая. Так. Сколько пассажиров можно перевозить? One adult in front. Feel myself like in school. Ой, я чувствую себя как в школе.
слову, полицейских на острове 2. Есть еще коп из местных, Бренда. Она отвезла нас к своему племяннику, Рэнди, у которого мы и арендуем квадрик. Но прежде чем отпустить нас кататься по острову, Бренда принимает серьезный экзамен по вождению. Бренда Кристиан. Родная сестра Стива. Главная по пограничным и таможенным делам. Также исполнял функции мэра острова. Пыталась жить в Великобритании, но вернулась на Питкерн. Любит выпить, но не часто. Характер очень мягкий. Замужем. And when you find like our roads very much with drains, just be careful so you don't fall over. And don't, when you throttle, don't go too fast because you will go up in the... Вот сейчас Бренда продолжает экзаменовать Майка, чтобы посмотреть, как он управляет этим квадром. Сейчас Миша выписывает пируэты для того, чтобы Бренда удостоверилась, что он хорошо катается. Бренда пригласила нас в гости. Из ее дома открывается красивый вид на океан. Ну а ее муж Майк показал нам свою коллекцию питкернских марок, которые, кстати, до появления интернета и электронной почты были очень неплохим доходом для местных. Ну а сегодня у него можно купить редкие питкернские и не только монеты. Остров Питкерн принадлежит, является территорией заморским департаментом, можно так сказать, Англии, поэтому здесь в ходу, по идее, должны быть фунты, но на самом деле входят все близлежащие валюты. И новозеландские доллары, австралийские, полинезийские франки и американские доллары. В 2009 и 2010 году выпускались специально для коллекционеров, но официальные именно выпуски монет Питкерна. Здесь изображен, соответственно, штурвал Баунти, пушка Баунти, то есть все, что связано с этим кораблем легендарным. Монеты от 5 центов до 2 долларов. Друзья, хотите такой уникальный набор монет с Питкерна? Досмотрите фильм до конца и участвуйте в розыгрыше. И Бренда разрешила Мише управлять квадроциклом. Поздравляем Михаила! Но права дадут ему только завтра, потому что уже закрылись они. Завтра получим питкернские права. Так откуда же взялись на острове все эти люди и кто они? Все началось в конце 18 века. Из Англии в экспедицию было отправлено судно «Баунти» под командованием опытного капитана Вильяма Блая. Оно должно было прибыть на остров Таити и привезти оттуда в Британию саженцы хлебного дерева, чтобы кормить его плодами рабов, стать семьи с таитянскими женщинами. Разумеется, когда пришло время покидать райский остров, некоторые матросы и офицеры не очень-то хотели снова идти в море и возвращаться в Англию. Капитан Блай розгами и угрозами заставил команду отправиться в путь. Впоследствии ему пришлось сильно пожалеть об этом. Кстати, бухта, куда мы прибыли и где успели искупаться в первый же день нахождения на острове, называется Баунти Бэй, в честь того самого судна Баунти. Но рассказ о судьбе этого корабля и его команды еще впереди. А пока мы продолжаем отлично проводить время и знакомиться с этим чудесным тропическим островом и его обитателями. Кристианс кафе. Самый первый и единственный бар и кафе на острове Питкерн, где Стив и Олив — это потомки мятежников Флетчера и Кристиана в 7-м поколении, которые открыли это кафе. So, I would like to say на здоровье! На здоровье! Yes. Chin. No, Dennis also. Yeah. Yes. Thank you so much. So it was pleasure for us to be in your house and to stay there. Yes, thank you so much. So, cheers. Cheers. And pleasure to have you. Cheers. Здесь все путешественники оставляют свои автографы. Вот, например, Артемий Лебедев, его купюра. Миша, известный всем как Миша Партизан. И Дима Малов, наш друг. Первооткрыватель. Самый первый из русских, кто повесил здесь купюру. Ну и мы оставим свою, 2000 рублей купюру. Миша Сериков, Денис Карепин, канал Point on the Map. Подписывайтесь вот здесь. 29 ноября 2018 уже года. Русский угол крепнет на острове Питкерн.
Новый день на Питкерне ознаменовался радостным событием. У полицейского Билла сегодня юбилей – 50 лет. Но юбиляр сам сделал нам подарок в виде заветного водительского удостоверения. Вот они, самые настоящие официальные питкернские права. Теперь мы можем колесить по всему острову. Мы еще раз поздравляем Билла с 50-летием. Once again, we congratulate you with your birthday. Happy birthday and all the best. Yes. Площадь острова не более 5 квадратных километров. Здесь есть один единственный населенный пункт – город Адамстаун. Но достопримечательностей полным-полно, и все они нанесены на этот стенд. Указано расстояние и время пути до каждой точки. Однако больше всего нас удивило совсем другое. И что интересно, на самом деле везде по острову разбросаны туалеты. Посмотрите, сколько много значков туалеты. Реально, это кабинки, где можно в комфортных условиях сходить в туалет. Самый категорически запрещаемый продукт, который здесь для ввоза на остров Питкерн, это все, что связано с медом и с пчелами. Это пчелы сами, это пчелиные матки, это мед, любые продукты из меда. Они запрещены к ввозу, потому что они сохраняют здесь своих собственных пчел, и чтобы не было никаких вмешательств. Преодолев еще несколько километров по пыльной грунтовке, мы оказались на смотровой точке с потрясающим видом на город, бухту Баунти-Бэй и безбрежный океан. Перевалили через горный хребет и наслаждаемся видом на обратную сторону от гавани Баунти-Бэй. Нашли наш корабль. Бравое сердце стоит здесь в тихих, спокойных, абсолютно как зеркало в воде. Здесь, на вершине горной гряды, мы решили поднять наш дрон на максимальную высоту, чтобы полностью увидеть остров. Было очень стрёмно, но Дроша осилил и взял высоту в 500 метров. И мы в очередной раз убедились, как прекрасен этот небольшой островок. Насладившись вдоволь шикарными видами, отправляемся на поиски живой достопримечательности, единственной выжившей здесь гигантской черепахи по имени Мисс Ти. Ее пытается найти каждый, кто попадает на Питкерн. Мисс Ти – старейшая жительница Питкерна, по происхождению галапагосская черепаха. На острове оказалась случайно насильственным образом. Оценочный возраст свыше 90 лет. Не пьет, ибо не с кем. Характер очень скрытный. Одиноко. Мисс Ти, ручная черепаха, ее жители кормят и туристы бананами, салатом, чем угодно. Встретить Мисс Ти большая удача. Никто точно не знает, где именно она обитает, но точно, что вот на этой стороне острова Тед-Сайд. Ну, нам уже не так много осталось до конечной точки. Надеюсь, что мы ее все-таки встретим. Вот этот след оставила точно она, потому что мы были со Стивом, он сказал, что это именно ее след. Она ползет и приминает все растения. Черепаху мы так и не нашли. Может, ее вообще уже нет на острове. Остался лишь такой квест для туристов. Типа, найди черепаху, закрой Питкерн. Хотя, скорее всего, Мисс Ти просто пряталась где-то в джунглях. На острове же нет никаких хищников, только немногочисленные туристы с айфонами. Но зато в тот день мы нашли потрясное место для купания на другой стороне острова. Тихую лагуну возле нового пирса. Пирс хоть и новый, но оказался нерабочим. Здесь по замыслу был построен второй альтернативный Баунти-Бэю причал для лодок. Непонятно, на мой взгляд, очень сложно. То есть очень узкий проход между скалами и очень сильные волны. Как здесь можно причалить, или вообще был ли кто-то, кто здесь уже причаливал? Лучшее место для высадки пассажиров! Самое грамотное решение на $5 миллионов. Зато прямо здесь у пирса есть небольшая лагуна с прозрачной водой и рыбками. И не искупаться в ней было бы с нашей стороны настоящей глупостью. Ну, вперед! Прекрасная водичка, спокойная,
Хороший, наконец-то! Оп! Что такое? Вы видели? Это жесть! Вот вам и спокойная вода! О, просто круть! Здесь опасно, потому что можно ненароком налететь на скалы в этом узком бассейне. Так что бирюзовая водица и рыбки производят обманчивое впечатление. Здесь кругом океан. Это непредсказуемая и мятежная стихия. И внешнее спокойствие может быть лишь затишьем перед бурей. Но нам с погодой повезло. Штормов, ураганов на острове пока не было. Так что можно было наслаждаться красивыми берегами и видами бесконечного океана вокруг острова Питкерн. Первое упоминание об этом маленьком, затерянном посреди Тихого океана острове относится к 1767 году, когда капитан Филипп Картерет на судне Swallow, ласточка, точнее не сам капитан, а его матрос впервые увидел этот остров. Как была фамилия матроса, догадаться нетрудно. Питкерн. Тогда на кораблях не было еще правильных хронографов и приборов, и капитан нанес на карту ошибочное местоположение острова с разницей примерно в 3 градуса широты или долготы. Короче, это примерно 200 морских миль. Таким образом, все знали о существовании Питкерна, но точных координат острова в то время не знал никто. Но вернемся к истории судна Баунти. Недовольство команды строгим капитаном росло. Через 3 недели после ухода с Таити, 28 апреля 1789 года, молодой офицер Флетчер Кристиан возглавил мятеж. Капитана Блая и 18 верных ему членов команды высадили в шлюпку посреди океана, снабдив небольшим запасом провизии и картой. Баунти же под командованием Флетчера Кристиана повернул обратно в сторону Таити, где вернувшихся моряков вновь встретили с большой радостью и любовью. История мятежа на Баунти обросла со временем массой легенд и подробностей. Ну а кинематографисты несколько раз снимали романтические фильмы о матросах-бунтовщиках, захвативших корабль ради любви к прекрасным таитянкам. Тут надо сделать небольшое отступление, сказать, что капитан Блай оказался настоящим мужиком, и он сумел без приборов, просто вот на лодке, ориентируясь по звездам в открытом океане, вывести лодку до Восточного Тимора, который тогда управлялся Голландией, где смог высадиться, проведя, по-моему, 3 недели в открытом океане и потеряв жизнь всего одного матроса. Флетчер прекрасно понимал, что если капитан выживет, то их, бунтовщиков, будут обязательно искать. Поэтому на Таити он не задержался, а забрав несколько островитян, мужчин и женщин, отправился дальше в поисках неизвестного и безопасного места. Он искал Питкерн. Ну а мы продолжаем наше знакомство с этим удивительным местом. На всех перекрестках стоят вот такие вот указатели, куда ехать. Туда приедешь на Тед-сайт. Туда highest point, все очень просто, самая высокая точка острова. А туда, вот здесь указатель почему-то отвалился, поправить надо, да? Поправили указатель, Адамстаун. Надеюсь, указатель мы поправили верно, а мы поехали дальше. На Питкерне при отсутствии каких-либо источников воды, кроме дождевой, все равно поставили практически везде общественный туалет. Проверять его удобство мы не стали, ведь у нас впереди была высокая цель. Highest point. Самая высокая точка острова Питкерн. Отсюда потрясающий вид. Мы сейчас на самой вершине острова Питкерна, на его максимально высокой точке 347 метров над уровнем моря. Сюда, причем, можно подъехать непосредственно на байке. Не надо даже трекингов никаких делать. Здесь сделали офигенно красивую площадочку со столиком. Можно пикник сделать с красивейшим видом. И что удивительно, что даже до Южного полюса отсюда все равно дальше, чем до Парижа на целых 132 километра. Хотя, казалось бы, мы на самом юге находимся.
Неудивительно, что именно это место выбрал Флетчер Кристиан для того, чтобы укрыться от британского возмездия. Здесь просто невероятно спокойно и красиво. Но его путь к острову не был легким. Многие, уже уставшие от постоянного поиска нового дома моряки, решили все-таки вернуться на Таити. И тогда Флетчер ночью перерезал якорь и отправил Баунти в неизвестном направлении в поисках Питкерна. Баунти достиг берегов Питкерна в январе 1790 года. Остров оказался никем не заселен. Он был идеальным укрытием для мятежников и их спутников. Флетчер приказал снять с корабля все необходимое и его сжечь. Прямо в бухте, которая теперь и носит имя Баунти-Бэй. А остатки судна мятежников до сих пор покоятся там на дне. Ну а с тех пор ежегодно на острове отмечают так называемый Bounty Day – день прибытия на остров. Его празднуют символическим сжиганием картонного корабля Баунти. Сожжение Баунти чем-то напоминает нашу Масленицу, когда мы прощаемся с зимой. Так первые островитяне попрощались со своей прошлой жизнью. С европейской цивилизацией. Чтобы у новых питкерцев даже мысли не было вернуться назад. Сейчас мы это называем «сжечь за собой мосты». Ребят, это самый главный для питкернцев день. Его можно сравнить с днем рождения нации. Ну, а нам пора возвращаться обратно в город. Ведь сегодня у островитян будет уникальное событие – открытие первого в истории Питкерна памятного монумента. Центральное место Адамстауна, или попросту The Square, площадь. Здесь сосредоточено главное на острове. Церковь, государственный офис, здание почты, паблик-холл, переговорная и музей. И символ островитян, жителей островов Питкерн, якорь. Якорь с баркаса Баунти. Тут же в центре на площади есть расписание всех потенциально возможных для прибытия на остров судов. Мы видим, что в 2018 году из 10 попыток всего лишь один корабль, L'Austral, французский, смог высадиться, 170 пассажиров и команда, и они стояли здесь всего 8 часов, 13 октября 2018 года, с 6 до 2. То есть вот посетить на круизном корабле остров Питкерн вероятность, мягко говоря, можно сказать, 10%. Еще одно важное учреждение – почта. И сегодня здесь очень людно. Вместе с нами, с нашим возвращением, возвращается последнее судно в этом году на Большую Землю. Следующее поддерживающее судно будет только в марте, через 3 месяца. Если сейчас островитяне не отправят посылки кому-либо, то они смогут это сделать, или письма, или почту, то только через 3 месяца. Мы тоже решили послать себе на память в Москву открытку с Питкерна. Ну а заодно и узнать, как долго она будет идти. And the name of postman name, his name? Dennis. Dennis? Dennis, yeah. Dennis, it's me. Ну, а фамилия у Денниса, как вы думаете? Правильно, Кристиан. Забегая вперед, скажу, почта справилась на отлично. Открытка пришла ровно через 2 месяца. В соседнем здании музея, в отличие от почты, никого не было, но двери были открыты. Здешний музей больше напоминает архив с фотографиями местных жителей, особое место среди которых занимают портреты королевы Елизаветы. И хотя здесь потомки мятежников, но свое британское подданство они признают. Свою историю они помнят и чтят. Нам безумно повезло, что за короткое время нашего пребывания на Питкерне мы стали свидетелями 2 уникальных и неординарных событий, которые разнообразили рутинную, размеренную жизнь островитян. Первое событие, на котором мы сейчас присутствуем – открытие монумента в память о первых жителях острова. На этом мероприятии собрались абсолютно все жители Питкерна. Главную речь произнес нынешний мэр Шон Кристиан. Шон Кристиан – младший сын Стива и Олив. С 2014 по 2019 года являлся мэром острова Питкерн. Учился в Австралии. Так же, как и его отец, был замешан в сексуальном скандале. Перестал пить, так как стал баптистом. Характер строгий, женат.
Также с речью выступил наместник британской короны на острове Питкерн Ник. Ну и куда ж без него, пастор. А непосредственное открытие памятника доверили самым юным жителям острова. Монумент of Sorrow and Apology. Монумент печали и извинений. Текст, который заканчивается словами: We are the children of the bounty, and we still stand, still strong at last. Мы потомки мятежников с Баунти, и мы все еще остаемся сильными. А еще на острове Питкерн женщинам было даровано право голосовать первым среди всех других государств. Многие считают, что это право было впервые дано в Новой Зеландии, но на самом деле питкернцы уверяют, что именно здесь женщины получили впервые эти права, и как считает наш Стив, это была самая большая ошибка. На местном кладбище можно найти могилы первых поселенцев и их потомков. В основном тут представлены 4 фамилии. Больше всего потомков Кристиана. Ну а вот могилы самого Флетчера, к сожалению, нет. Ну а вечером все плавно перетекли к нам домой. Ну, в смысле, к Стиву и Олив, чтобы отметить 50-летие полицейского Билла. А мы с Мишей воспользовались этой непринужденной и расслабленной атмосферой и постарались узнать максимум интересной для нас информации. Оказалось, что сейчас на острове проживает всего 46 человек, и из них только 36 аборигены, а остальные 10 это приезжие, ну такие как Билл. Также есть еще механик, 2 учителя, пастор, губернатор с женой и доктор. Он-то нам и предложил на следующий день небольшую пешую прогулку по острову. Йен Лоусон, добрый доктор из Новой Зеландии. Работал на Питкерне 2 года по контракту. Всегда готов прийти на помощь, но, к счастью, зовут нечасто. Любит спортивные активности. Уже совсем почти практически не выпивает. Характер выдержанный, женат. Мы собрались на прогулку с местными жителями под предводительством доктора Йена. Уже идем минут 10, и вот тут на Питкерне, на восточной части острова, один из местных жителей, нам не сказали кто, планирует выращивать кофе. Вот такая небольшая плантация под кофейные деревья. Куда и зачем мы, собственно, идем, у нас четкого представления не было. Но подозревать неладное мы начали, как только увидели на ногах местных жителей трекинговую обувь, походные гамаши и палки. Ну а мы-то в кроссовках, налегке и в шортах. Впереди же нас ждал непростой спуск по мокрому от дождя склону, где мы изрядно вымотались и перепачкались. Но это было еще не все. Предстоял проход через заросли. Такой челлендж. Вот доктор-то что придумал. Очень жестко, да. Доктор. Доктор. На прочность. Crazy доктор. На самом деле ввязались мы в авантюрку, скажу я вам, дай боже. Да, отвесный склон, скользкая трава, держаться не за что, но мы не можем сдаться. Побываем там, где никто не бывал. Видимо, жизнь у питкернцев настолько пресная и скучная, что они придумывают себе вот такие развлекухи. А мы 2 дурака поверили доктору и ввязались в это дело. We navigate. This is how we navigate. What? Yeah. Зачем мы в это ввязались? Я все ноги ободрал. За лайками! По горнолыжной системе, наверное, это черный спуск, точно, абсолютно. По крайней мере, по величине уклона. После того, как мятежники прибыли на остров Питкерн, у них начались конфликты. И в конечном счете, после 3 лет вражды выжил, как по легенде, только один Джон Адамс, женщины и дети. Здесь, в этом месте, по легенде, был найден один из прибывших на остров таитянцев по имени Тимоти. Считается, что 2 других, опять же, полинезийцев, гнали его по склону, он пытался убежать. В итоге они его убили вот где-то здесь, и тело нашли вон в той
лагуне. Остров Питкерн имеет, судя по всему, вулканическое происхождение. И свидетельство тому – это поле вулканической застывшей лавы, по которому мы сейчас и идем. Но при всем при этом тут можно возделывать землю и выращивать овощи. Ну а бананы и некоторые экзотические фрукты здесь растут самостоятельно. Мы продолжаем наш путь через дремучий тропический лес с травой, чьи листья остры как нож. Куда и зачем, не знаем до сих пор. Я не знаю, вообще не вижу, куда идти, не знаю. Казалось, что самое сложное позади, так ни хрена. Как здесь вот пройти по этим, непонятно. Они все в шипах. А еще вот нам предстоит обрезаться вот этими острейшими шипами. Вот такие Просто как бритва. такое растение. Очень недружелюбное. И лишь когда доктор показал нам вот эти идеально ровные расколотые камни, мы поняли, он вел нас сюда, чтобы мы сами увидели следы пребывания на острове древних полинезийцев. Доказательство того, что здесь до европейцев, до Флетчера, жили полинезийцы. Но по исследованиям, проведенным учеными, есть две легенды, когда они тут жили и почему покинули остров. Жили они тут с 900 по 1400 год нашей эры, вот, а покинули остров, говорят, по причине, скорее всего, изменения климата и изменения направления ветров. Потому что стало очень сложно сюда добираться из ближайших островов, атоллов из Мангаревы. Кстати, о том, что когда-то тут были полинезийцы, свидетельствуют наскальные петроглифы, которые были обнаружены еще в прошлом веке учеными. Они и сегодня продолжают изучать эти надписи. А у нас впереди была дорога обратно, которая оказалась еще более сложной. Мы пробирались все через тот же лес и высокую острую траву. Словом, эту легкую утреннюю прогулку мы не забудем никогда. Но оно того стоило, и впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. Ну и неудивительно, что Флетчер и мятежники поселились не на этой, а на северной, более комфортной стороне острова. Так, вот последствия нашего хайкинга раз. Вот последствия хайкинга 2, 3, 4. Ну и полный комплект у меня такой же. Надо посмотреть, какие краски, какая красота! Это был настоящий экстрим. Вниз по отвесной скале через непроходимые джунгли. Ну и кто еще будет говорить, что рафинированные европейцы ходят только по проторенным дорожкам? Есть и среди них настоящие отморозки. Мне, конечно, неслыханно повезло, что это был наш последний день на Питкерне. Почему? Потому что глубокие порезы, которые я получил во время этой экскурсии с Crazy доктором, начали воспаляться уже на лодке до Мангаревы. По приезду в Москву я сразу обратился к врачу и практически неделю сидел дома. После трека самое время отдохнуть, выпить холодной водички в доме Хедер. Это, наверное, самый новый дом на острове и находится в самом лучшем месте. С этой точки мы можем увидеть практически все дома местных жителей. Вот этот дом Рэнди, у которого мы арендовали машину. Вот здесь вот школа. Там дом Саймона. Здесь вот где-то... вот тут вот дом Бренды. И вот там вот внизу, вот за этим белым домом, наш дом Стива. Вот и все. Потрясающее место, конечно. Поселившись на острове, бывшие моряки очень скоро начали конфликтовать друг с другом, а также со спутниками-таитянцами из-за женщин, которых на всех не хватало. Начались стычки, в одной из них и погиб Флетчер Кристиан. В итоге из европейцев на острове остался только один мужчина, матрос Джон Адамс. И спустя 19 лет после мятежа на Баунти, проходящее мимо американское судно обнаружило поселение на Питкерне. Оно состояло преимущественно из женщин и детей, рожденных от смешанных браков между британцами и таитянками. Именно Джон Адамс стал главой этой большой семьи, и именно он заложил принципы мирного сосуществования, которые сегодня и соблюдают на Питкерне. В
В честь него назвали единственный на острове город – Адамстаун, а самого Адамса почитают как основателя питкернского сообщества. С тех пор здесь живут мирно и дружно. Тут нет преступности. Все сообща работают, поддерживая порядок на острове и создавая общие блага, заботясь о старших и младших. Такая маленькая истинная демократия на отдельной территории. Здесь каждый имеет право голоса, и каждый может стать мэром, которого выбирают раз в 4 года. Именно такой простой и честный уклад жизни, определенный еще Адамсом, позволяет Питкерну жить без конфликтов и междоусобиц. Поэтому главный предмет в здешней школе – история Питкерна. А вот это вот здание называется Пулау Скул. Единственная школа на острове Питкерн. Сегодня в ней учатся только 3 ученика, 3 девочки. Изабель, 2 других я не помню. И специально для них присланы 2 учителя из Новой Зеландии. Учителя тут работают вахтовым методом. Одни уезжают, другие приезжают. Да и многие дети старшего возраста уезжают учиться из этой школы в Новую Зеландию. Именно там несколько лет назад, после рассказов молодых островитянок о царящих порядках на Питкерне, разразился дикий скандал, переросший даже потом в судебное разбирательство. Оказалось, что половую жизнь девушки на острове начинают весьма рано и при этом со взрослыми мужчинами, что совершенно неприемлемо по европейским меркам. В 2004 году весь мир узнал о маленьком острове Питкерн. Здесь разразился огромный сексуальный скандал, и на скамье подсудимых оказались 6 мужчин, проживающих на Питкерне, то есть почти 1/3 всего мужского населения. Обвиняли Стива Кристиана, Рэнди Кристиана, Шона Кристиана, всех тех островитян, которых мы встретили. Оказывается, здесь, на этом маленьком острове, был обычай пробовать девочек, когда они достигают 10-11-летнего возраста. Многих девочек просто насиловали. По законам Великобритании за изнасилование несовершеннолетней полагается пожизненное заключение. Поэтому Британия создала рабочую группу по расследованию ситуации, которая была на Питкерне. И расследование продолжалось целых 8 лет. Но, друзья, не надо забывать, что питкернцы жили 200 лет в полной изоляции и жили по своим законам, а не по британским. Во время разбирательства одна из женщин Питкерна дала очень интересные судебные показания. Оказывается, что здесь на острове не было вообще ни одной супружеской пары, где партнеры хранили бы верность друг другу. Это событие вызвало неоднозначную реакцию среди самих питкернцев. И в итоге 13 жительниц острова в ходе следствия отозвали свои показания. По их мнению, европейцам тяжело понять и принять жизненный уклад и правила, которые здесь были на протяжении 200 лет изоляции. Ну а известная нам и теперь уже вам Олив Кристиан так прокомментировала эту ситуацию. На нашем острове половые отношения – это как еда на столе, неотъемлемая часть жизни питкернцев всех возрастов. Так на Питкерне было всегда, уже много поколений. Знаете, у наших детей нет почти никаких развлечений. Кто-то связывает это, мягко говоря, раннее вступление островитян во взрослую жизнь с полинезийскими традициями жителей Таити, где проповедовалась полная сексуальная свобода. Ну а кто-то и вовсе пытается усмотреть в этом влияние их нынешних верований. На острове каким-то образом в одной церкви уживаются сразу 2 религиозных течения. И на наших глазах тут случилось значимое событие, когда сразу несколько островитян решили пройти религиозный обряд посвящения в баптисты. Здесь на острове представители 2 церквей. Церкви адвентистов 7-го дня и баптистов. И вот такие события происходят безумно редко, потому что всего 46 человек, все уже взрослые, определившиеся. Все, кто принимает сегодня крещение, это почти четверть населения острова. И главный здесь Шон Кристиан, сын Стива Кристиана, а по совместительству мэр всего Питкерна. Приезжий пастор проводит церемонию, которая чем-то напоминает православное крещение с купелью и святой водой. Только вместо купели тут океан и морская вода возле пирса в бухте Баунти-Бэй. Пастор читает молитву и по очереди окунает людей в воду с головой. Для принявших крещение это на самом деле настоящее событие. Here is my brother Sean, the mayor of this island. You've chosen to lead these people, but he realizes he cannot do it without you. He realizes his personal need of you. God bless his desire. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Семейная фотография. Шон
Его мама Олив, отец Стив, They too will follow Jesus. Мишель, жена Шона, и Рэнди, And sometimes старший брат. we've been blocked by some steps. И Изабель, девочка, дочка Рэнди. God is able to remove those things. Это главная семья на острове, семья Father крестьянов. in heaven, А после обряда всех ждал праздничный совместный обед на центральной площади Адамстауна по случаю посвящения в баптисты. Каждая семья принесла какое-то отдельное угощение. Мы тут уже тоже в городе как за своих, и вот нас тоже пригласили принять участие в этом таком торжественном ужине. Почти все островитяне сейчас собрались вот на главной площади Адамстауна. Ну, наверное, уже по пальцам можно пересчитать тех, кого нет. Это была прекрасная возможность осуществить нашу спонтанно родившуюся идею – собрать на память автографы абсолютно всех жителей острова. Еще в первый день мы купили красочный путеводитель по Питкерну, и теперь ему предстояло стать настоящей реликвией. В итоге нам таки удалось собрать все 46 росписей жителей Питкерна, которые стали для нас уже одной большой и дружной семьей. А мы, пообедав, вновь отправляемся исследовать остров и идем к его очередной видовой точке – одинокой сосне. Осталось примерно 100 метров до сосны, и уже видно, что дерево мертвое. Видимо, от удара молнии оно сгорело, теперь выглядит черным. Но здесь открывается самый лучший вид на Адамстаун. Кстати, островитян отсюда дважды пытались массово переселить на остров Норфолк или в Новую Зеландию, но эти попытки оказались безуспешными. Покидать Питкерн основная часть населения не захотела. Уютный остров вдали от цивилизации дает ощущение обособленности, независимости и полной свободы. А ее никто не хочет лишиться. Не зря же мятежники во главе с Флетчером Кристианом сбежали именно сюда. Предки этих людей искали свободу и независимость и нашли ее тут, на Питкерне. В последний день пребывания на острове мы решили поехать на его восточную оконечность, чтобы искупаться в лагуне Сент-Пол. Это одно из немногих мест, где можно относительно безопасно поплавать, ведь она окружена со всех сторон скалами, и людям здесь не страшен мощный океанский прибой. Сюда сделали удобный спуск, но заход в воду все равно не очень комфортный, так как здесь неровное каменистое дно с острыми выступающими камнями. Но зато здесь спокойная и очень теплая вода. Да, не видно, непонятен уровень дна. Главное, чтобы ежей не было морских. Ну, это действительно по-настоящему райское место. Потрясающе, с чистой водой и чудесным видом. Приедете на Питкерн, обязательно его посетите. Вытекает отсюда уже из этого бассейна. То есть вода здесь не застаивается, а реально постоянно меняется. И она еще более теплая, чем океан, потому что успевает прогреться. Не хочется отсюда уезжать, с этого острова, но у нас финальная точка по посещению, и мы буквально через 3 часа покидаем его. Подписывайтесь на наш канал и открывайте мир вместе с ними. На обратном пути мы не могли проехать мимо самого высокого и самого яркого дома на острове, который местные называют Blue House – голубой дом. Здесь живет сын Бренды Энди, самый продвинутый во всех отношениях человек на острове, единственный айтишник, специалист по цифровой коммуникации и не только. Энди Кристиан
сын Бренды Кристиан. Главный айтишник на Питкерне, поддерживает сайт visitpitcairn.pn. Проживает на самом высоком холме в голубом доме. Называет себя единственным геем на острове. Не пьет. Либо делает вид, что не пьет. Характер скрытный. Не женат. Также пишет статьи на Википедии про остров Питкерн и делает все то, что связано с интернетом. Хозяина дома мы, к сожалению, не застали и пообщаться с ним не смогли. Но, как нам потом удалось выяснить, он владелец единственной пиццерии на острове. А дом свой покрасил в голубой цвет, потому что он гей и сам в открытую об этом заявляет. Наверное, тяжело быть единственному гею на острове. Короче, ребят, получается продвинутый островок. Все у них есть. И пиццерия, и бар, и даже свой интернет-домен. И гей с голубым домом – здешний повелитель интернета. Да, здесь есть интернет, метеостанция и даже телевидение. Правда, не всегда. Вышка и приемное оборудование часто ломаются, а вот мобильной связи тут нет. В каждом доме стоит вот такая радиостанция. Это основное средство связи между островитянами, а также возможность связаться с приходящими судами. 1-4. You there? Кстати, в доме у Стива и Олив хранятся уникальные документы. Список всех мятежников, которые прибыли на остров во главе с Флетчером Кристианом, а также родословная самого Флетчера, который, оказывается, был в родстве с королевским родом. Так что Стив и Олив в некотором смысле родственники королевы Британии. Мы решили тоже оставить память о себе и подарили Стиву и Олив наши магнитные наклейки. И они им, к удивлению, очень обрадовались. Эти люди реально искренние. Они любят редких гостей и принимают всегда их как родных. Dutch and the cat. I got it, yeah. Pitcairn like vodka. Okay. Point on the map. Pitcairn Island. В оставшиеся до отплытия пару часов мы идем в последний раз гулять по Адамстауну и окрестностям вместе с самой молодой жительницей острова Изабель, внучкой Стива и Олив. Isabel, do you like Andy's pizza? Yeah, Good? it's good. Which one is your favorite? Pepperoni. Pepperoni. Yeah, I like pepperoni and stuff. Это памятник последней деревянной лодки, которая была построена на Питкерне, потому что сейчас они уже используют металлические, и металлические приходят из Новой Зеландии или из Англии. А это еще собирали здесь. Посетив последний день пребывания на Питкерне пещеру Флетчера, еще раз посмотрев на пушку корабля Баунти и услышав звон его колокола, мы, кажется, окончательно убедились, что этот остров, ставший 200 с лишним лет назад домом для беглых мятежников, и сегодня остается таким же уютным, скрытым от постороннего участия уголком, в котором уже много лет счастливо живут люди. Живут по своим простым и понятным законам и обычаям, не всегда одобряемым современной цивилизацией. Но именно это и делает их маленький мир настоящим, без условностей, лжи, интриг и надуманных проблем. Это место и этих людей мы запомним навсегда. Мы покидаем Питкерн, возвращаемся на наше судно и держим путь обратно на родину. А дружелюбные островитяне остаются жить дальше здесь. Кидай Питкерн, пока! Здесь было круто! Питкерн – наша очередная точка на карте. Но для мятежников с Баунти он когда-то стал точкой невозврата. А сегодня для их потомков он самая главная и лучшая точка на всей планете. Бай-бай! Друзья, мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали про замечательный остров Питкерн. Поэтому просим вас разместить ссылку на это видео в сообществах или группах в любых социальных сетях. Сегодня мы разыгрываем уникальный и очень дорогой приз – набор монет с острова Питкерн. Тираж этих монет составил всего лишь 5000 экземпляров, а стоимость этого набора – $100 США. Этот приз достанется тому, чья ссылка с нашим видео наберет наибольшее число просмотров. Но раз приз стоит $100, то и просмотров должно быть не менее 100. Ставим точку на карте. Остров Питкерн. Кстати, такой маленький на карте есть.
Подписывайтесь на наш канал. И открывайте мир вместе с нами.